Цель была в том, чтобы это просто стало лучшей игрой для ПК на все времена. Гейб Ньюэлл. Часть интервью взята из книги по разработке Half-Life и Half-Life 2 Raising the Bar. Найти книгу вы можете в моем телеграм-канале. Спасибо. Моя история знакомства с таким жанром, как шутер, началась не как у всех. Моей первой игрой жанра была не Call of Duty, не Wolfenstein и даже не Doom. Тогда я попросту был еще маловат. Моим проводником в этот жанр и, наверное, вообще в мир видеоигр стала серия Half-Life. Я перепрошел все части серии по много раз, затем был Team Fortress 2 и оба шедевральных Портала. Движок Source объединяет под своей гидой более 140 игр и модификаций, включая Half-Life 2, Half-Life 2 Эпизод 1, Half-Life 2 Эпизод 2, Garry's Mod, Portal 2 и многие другие игры. Даже включая этот японский Half-Life, но тут без комментариев. Однако, затем случился поворотный момент. Однажды я зашел в Garry's Mod на классический GM Construct, без своих друзей, попросту хотел протестить пару механик. И вдруг я почувствовал что-то странное. Это был не страх, а напряженная тревожность окружающего мира. Это было не просто одиночество, это была тревожность того, что я нахожусь там не один. Затем я вспомнил, что подобное ощущение я испытывал и в Half-Life 2. Half-Life и движок Source создают тревогу атмосферой и спецификой игрового движка. Мы ощущаем, что мир живой, но будто уже умер. Движок создает невероятное чувство присутствия. Звук отражается от стен, шаги меняются в зависимости от поверхности, где-то далеко гремит труба. И ты начинаешь верить, что все это существует. Даже тишина чем-то звучит. Дело в том, что Half-Life и движок Source появились на стыке двух эпох. Между играми старого времени, когда все выглядело причудливо и даже забавно. Мы понимали, что все окружение — это всего лишь игра. Движок Source же сломал это ощущение. Все текстуры — копии реальных фотографий. Все выглядит слишком вычурно реалистично, и это обманывает мозг и пугает. Крайне острое освещение тоже создает неприятный эффект. Свет будто разрезает темноту, а за его пределами мерещатся силуэты. Лампочки мигают, воздух наполнен пылью, лучи рассеиваются сквозь дым. И все кажется чуть неправильным, но и реалистичным. Как будто мир дышит сам по себе. Сейчас в играх это может показаться обыденным. Однако в 2004 году Half-Life 2 была революционна в любом направлении, от графики до физики и геймплея. Так что же более всего вызывает тревогу? Существует психологический феномен, описывающий это чувство, более известное как кинопсия. Это стрессовое чувство, которое возникает, когда попадаешь в пустое пространство. Обычно в место, которое вроде бы должно быть заполнено людьми, но неожиданно оказывается пустым и заброшенным. Феномен знаменитых ныне лиминальных пространств объясняется тем же. Это называется пороговым пространством. Тревожность вызывает ошибка ожидания. То, что коридор ведет вас в тупик, уже само по себе странно. Что-то вам сигнализирует о том, что с пространством что-то не так. Например, общественные места после закрытия, заброшенные здания. Попробуйте сами. Зайдите на пустой сервер какой-нибудь не очень старой, но и не очень новой игры, и вы сами все почувствуете. Это жутко, потому что мы привыкли видеть подобные места с кучей людей. В таких случаях нас не покидает ощущение того, что за нами наблюдают. Гейб Ньюэлл, главный исполнительный директор Valve. В таком проекте, как этот, может произойти многое. Одна из причин, почему выбрали Восточную Европу, является то, что она подходила по признаку столкновения старого и нового. Как раз то, что мы хотели изобразить. Это трудно показать в Соединенных Штатах. У нас на Тихоокеанском побережье, в общем, мы тут живем без истории. Но вы отправляетесь туда и видите там это столкновение новой архитектуры, старой архитектуры, времени и падение коммунизма. В этих местах все пропитано историей.
Вся архитектура Сити-17 и его окружение основана на городе София, столице Болгарии. Дело в том, что главный дизайнер игры Виктор Антонов – уроженец Софии, которую он и взял за основу. Воспоминания Виктора о мрачной архитектуре и запустении легли в основу дизайна Сити-17. Антонову нравилась идея, что страну, пережившую несколько оккупаций, могут захватить инопланетяне. И эта историческая аналогия стала метафорой для гнетущей обстановки в игре. Для создания реалистичного сеттинга использовались фотографии Софии, что помогло дизайнерам Valve наполнить мир узнаваемыми деталями. Виктор Антонов, главный дизайнер Half-Life 2. Этот город был построен в конце 19 века, как копия Вены, Парижа и Рима, как какая-то имитация Европы, уникальная и почти фантастическая. В Софии есть удивительные вещи, и я долго беседовал с Гейбом и остальными боссами компании, и я убедил их рискнуть. Дизайн Сити-17 правда основан на городе моего детства, Софии, Болгарии. Также там намешаны элементы из Белграда и Санкт-Петербурга. Я хотел передать характерную атмосферу Восточной и Северной Европы. Величественные классические здания стоят вплотную с коробками, которые вызывают неприятную ностальгию каждого жителя бывшего совблока. Все до боли знакомо и неприятно давит. Подъезды, гаражи, детские площадки и странные бетонные изваяния. В этом реализме будто все мертво, как будто жизнь отсюда давно ушла. Общая атмосфера и звуки добавляют чувство, что мы, живые люди, ступили на землю мертвых. В игре преобладают самые блеклые невзрачные цвета – серые, зеленые и ржавые. Мы все время чувствуем себя здесь чужими. Герой молчит, как таковых диалогов нет и объяснения происходящего. Создается эффект отчуждения от реального мира. Все вокруг будто бы говорит нам, что сейчас случится что-то ужасное, но ничего особенного не происходит. И от этого тревога не уходит, она становится частью самого пространства. Source пугает тишиной, реализмом и пустотой, в которую слишком легко поверить. Как признаются сами разработчики, в тот момент у них на руках было около 5000 текстур и 3000 моделей, большее количество которых было взято с реальных фотографий. От этого многие локации кажутся настолько реалистичными. Более того, общественность была шокирована новостью, что текстура сгоревшего человека была взята с настоящей фотографии трупа. И это не последний раз, когда Valve использовала подобные методы. Технический художник Valve Бронвин Граймс. Текстуры зараженных в Left 4 Dead частично нарисованы вручную, частично сделаны по фотографии. У одного из членов нашей команды была кошмарная папка, полная фотографий людей, страдающих от причудливых болезней и травм. На них было так тяжело смотреть, что на самом деле зараженные не содержат ничего подобного. Вместо этого секретными ингредиентами для заражения нормальной на вид человеческой текстуры являются фотографии теплоизоляции жилья и картофельных шкурок. NPC двигаются и говорят странно. Их лица живые, но будто пустые внутри. Фразы короткие, без эмоций. Как у людей, которые смирились с концом света. Первые фразы, которые мы слышим, первые сцены, которые перед нами предстают, также добавляют тревоги. Позвольте мне зачитать письмо, которое я получил. Уважаемый доктор Брин, почему Альянс подавляет наш цикл размножения? Искренне ваш обеспокоенный гражданин. Спасибо за письмо, гражданин. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей, надежд и страхов за будущее вида. Чем отвечать на каждый невысказанный вопрос, позвольте мне разрешить сомнения, лежащие в основе вашего беспокойства. Сначала давайте рассмотрим тот факт, что впервые в истории мы стоим на пороге бессмертия. Этот факт влечет за собой далеко идущие выводы.
Он требует полного пересмотра наших генетических потребностей. Он требует планирования и обдумывания, что идет вразрез с нашими психологическими установками. Другой шедевр Valve, который также сделан на движке Source, это Portal. Portal исследует тему тревоги оппозиционно от Half-Life. Он не в стиле постапокалипсиса, совсем наоборот, он стерилен. С самого начала игра помещает вас в идеальный, чистый, геометрически правильный мир. Белые стены, ровный свет, ровные звуки. Здесь все контролируется, все подчинено правилам. И именно это начинает вызывать тревожность. Слишком правильный порядок тоже кажется мертвым. В лаборатории Aperture Science нет ни одного живого существа, кроме вас. И от этого пространство начинает казаться не просто пустым. Оно живет само по себе. Звуки вентиляторов и шагов отражаются от стен так отчетливо, что создают ощущение эха в голове. Голос Глэдис звучит спокойно, но в этой ровности есть что-то нечеловеческое. Ее интонации вызывают когнитивный диссонанс. Она шутит, но ты чувствуешь, что за этим юмором нет эмоций. Это холодный искусственный интеллект, который наблюдает за тобой, измеряет твои реакции и записывает ошибки. Попытаемся узнать, как испытуемые ведут себя, если запереть их в помещении со смертоносными лазерами. Когда в лаборатории появляются следы ржавчины, скрытые комнаты и надписи на стенах, тревога превращается в почти физическое ощущение клаустрофобии. Пространство перестает быть логичным, начинает ломаться, и вместе с ним ломается иллюзия безопасности. Мир, который был под контролем, оказывается пустой машиной, в которой ты всего лишь лишний элемент. Портал пугает как страшный сон, из которого невозможно проснуться. В нем нет страха перед смертью, а только чувство, что все вокруг не настоящее, что за тобой следят, а выход — это всего лишь часть эксперимента. Графика движка Source полуреалистична. Лица людей почти настоящие, но в них что-то не так. Глаза слишком блестят, кожа будто пластиковая, движения запаздывают. Это вызывает эффект зловещей долины, чувство отвращения и страха, возникающего у человека при виде объектов, которые очень похожи на людей, но не являются ими полностью. Этот эффект проявляется из-за несоответствий между якобы человеческим обликом и поведением. Движок Source пугает не только тем, как на нем выглядят игры, но самим своим ощущением, будто он живой, но испорченный, как старый сон, который почему-то не хочет заканчиваться. И тем не менее, я обожаю Valve и Half-Life. Half-Life была и остается одной из лучших серий игр, выпущенных на данный момент. Спасибо Valve и Гейбу за великолепный опыт, за прекрасный сюжет и любимых персонажей, а также за лучшие игровые воспоминания. Подписывайтесь на мой телеграм-канал и мой Twitch. Там мы играем в батлу и обсуждаем разные штуки. Спасибо за просмотр.